Для начала вопрос сразу: всем ли виден мой экран? Да, видно. Хорошо. Тогда сегодня я расскажу, как Наташа уже говорила, скорее всего, основу основ, то есть что вообще представляет из себя наш продукт. Пару слов упомяну о продукте мобайл и интернет-банкинг для так называемых физиков. Возможно, в коде их видели как type individual. То есть, по сути, для интернет и мобильный банкинг для физических лиц, какими вот мы с вами все являемся. Далее расскажу про ключевые настройки в админ-консоли, которые будут нужны для того, чтобы начать работу с приложением. И в лайв-режиме продемонстрирую первичный запуск приложения, какие могут встретиться сложности при первичном запуске и как их решать с помощью настроек нашей консоли. Поехали. Так, и здесь я набросала упрощенно, сразу говорю, что архитектуру нашего приложения. Вот он, наш application сервер. Возможно, кто-то уже слышал аббревиатуру SVRB. Вот это он и есть. Что вообще представляет из себя наш продукт RP-сервер? Это универсальная платформа, динамическая платформа, которая позволяет нам предоставлять коробочные решения для нескольких заказчиков с возможностью кастомизации и наполнения приложения в зависимости от требований заказчика. То есть заказчиков у нас может быть условных 10, у каждого своя цветовая гамма приложения, мобильного приложения и веб-банкинга, своя какая-то структура меню внутри приложения, свой набор операций. Так вот, платформа у нас единая, но с помощью вот этой вот желтенькой шестереночки, модуля админ-консоли, и так называемого FPE-движка, FPE-платформы, Flexible Payment Engine, мы можем изменять наполнение и структуру нашего приложения. Далее еще мы все сталкиваемся, и новые новички наши столкнутся с таким понятием, как тестовая интеграция. Здесь видим прямоугольник Integration Layer, это аббревиатура SWIP, он еще обозначается. Integration Layer – это реальная интеграция, то есть она у каждого заказчика своя, ее поддержкой занимается отдельная команда, а у нас для нашей работы, для того, чтобы проверять наши операции и работу RB-сервера в целом, есть так называемая тестовая интеграция, это, можно сказать, заглушка. Просто для того, чтобы проверять работу того, что мы написали в рамках RB-сервера. Как мы видим, основные модули я видела, это Mobile API, от него питаются и мобильные приложения, и интернет-банкинг. Все ключевые запросы содержатся там. Также у нас отдельно выделен Authentication сервис, это как раз внешняя аутентификация с использованием Keycloak, и Notification сервис для отправки push, SMS и email-уведомлений. И как мы видим, все они так или иначе взаимодействуют с админ-консолью, потому как я уже говорила, в админ-консоли как раз мы и регулируем наполнение и состояние нашей системы, нашего приложения. О ней я далее подробнее и расскажу. Здесь я прикрепила полезные ссылочки на дизайн. Как я уже сказала, наш продукт – это коробочное решение. И по первой ссылке мы сможем увидеть набор экранов, операций, структуру мобильного приложения, а по второй ссылке, соответственно, интернет-банкинга. Я сейчас так продемонстрирую быстренько. Это по первой ссылке, что мы здесь сможем увидеть, если по ней перейдем. Сразу, что бросится в глаза, это то, что есть неавторизованные сервисы, так называемая public зона, и enrollment в ней же, то есть регистрация пользователя. И дальше уже идет авторизованная зона. В чем разница? В том, что для работы в неавторизованной зоне не требуется регистрация и логин в систему. То есть мы можем просто, грубо говоря, скачать приложение, открыть его и какой-то функционал его посмотреть. Например, что мы здесь видим? Курс валют, расположение банкоматов и отделений банка, и какие-то предложения, и, соответственно, новости, контактная информация и информация о банке. Это все мы можем посмотреть без регистрации
в системе. Далее, само собой, идет регистрация, процесс регистрации. Вот. Универсально он выглядит вот так. Но, опять же, все это регулируется в зависимости от требований заказчика. Вот. И далее идет что у нас? Вот, первый логин в систему, Home-экран, домашний экран, который первым откроется при входе в приложение. Вот. И вот набор операций здесь перечислен, какие могут быть, какие-то дополнительные действия. Вот. Все это есть вот здесь ниже. Вот. Для каждой операции есть дизайн. В соответствии с дизайном мы настраиваем операции в нашей консоли. Вот. Так, вернемся к презентации. Собственно, про консоль. Что из себя представляет этот модуль? Это модуль приложения, который аккумулирует в себе все настройки системы, в том числе настройки по институтам. Что такое институты, я чуть-чуть позже расскажу. Вот, настройки по институтам, общие системные настройки, настройки пространства для администраторов консоли, это вкладочка вот консоль Settings, и настройки нашей динамической платформы. Так, что здесь следует упомянуть? При первом запуске приложения, при первом входе в консоль, вот эта часть, то есть вот этот перечень вкладок, он будет усечен. То есть их будет меньше, содержимое этих вкладок тоже будет в усеченном варианте, каких-то айтемов может не хватать. Не пугайтесь, пожалуйста, это нормально. Связано это с тем, что при первом запуске приложения у администратора, дефолтного администратора консоли, имеются не все пермишины. Что такое permission? Это набор прав для пользователя на выполнение тех или иных действий. В нашем случае в консоли. Так вот, этих пермишины нужно добавить администратору, и тогда консоль предстанет перед вами во всей своей красе. Вот, добавляются пермишины на вкладке Console Settings, оператор Management. Здесь далее мы выберем нашего администратора. Как правило, это дефолт администратор админ. Нажмем кнопочку «Редактировать», «Edit», вот она сверху, и попадем вот в такое окошко. И вот она, вкладочка с пермишинами. Тут можно просто для простоты, скажем так, добавить их все. Можно добавлять избирательно. Может быть, какой-то функционал вам, в принципе, и не нужен. Вот. И permission делятся в основном на две группы. Это View, то есть просмотреть тот или иной раздел консоли. Не раздел, точнее, а вкладку с функционалом, скажем так. И Edit – это change, точнее, это уже возможность редактировать содержимое этой вкладки. Вот. И здесь такой нюанс, что если, вот как я на предыдущем слайде показывала, вот у нас некоторые функции объединены в разделы, так вот, если отозвать пермишины на все функции внутри одного раздела, то раздел будет в целом скрыт из системы. То есть вот здесь, например, видно, что не добавлены пермишины на Change Web UI и View Web UI, которые помечены как Deprecated. Поэтому вот здесь у меня раздела Deprecated в общем и целом и нет. Так, дальше поехали. Про институты. Что такое институт? Если говорить об институте в физическом воплощении банка, то это может быть филиал банка, либо дочернее какое-то подразделение. Вот. А в рамках нашего продукта это своего рода как отдельный функционал внутри единой системы. Приведу такой пример. Вот я показывала ранее ссылочку. Дизайн приложения – это интернет-банкинг для мобильный, точнее, банкинг для физического пользователя, для физического лица. Вот. Это вся система, то есть это карточки, это счета, это вклады, кредиты, все, к чему мы с вами, в общем-то, привыкли. Вот. А может быть, пользователь, например, владеет только электронным кошельком внутри банка. То есть у него нет карты банка, нет, например, зарплатного продукта внутри этого банка, но он открыл там электронный кошелек. Вот, то есть ему не нужен весь функционал по картам, счетам и так далее, ему нужен только функционал кошелька. Так вот, этот функционал кошелька можно выделить в отдельный институт. Вот, на примере Stand Автотест потом можно будет посмотреть, что там у нас есть Mobile Banking институт и e-Wallet институт. Вот e-Wallet – это как раз для пользователей электронных кошельков. Вот, и чем они отличаются? Тем, что
при помощи вкладки «Динамическая платформа» Dynamic Platform мы можем регулировать наполнение приложения в зависимости от института. То есть для пользователей электронных кошельков функционал будет один, приложение будет иметь один внешний вид, одно наполнение. Для пользователей мобильного банкинга целиком это, соответственно, другая структура, другое наполнение. Что здесь важно? При первом запуске приложения всегда должен быть выбран один дефолтный институт. Сейчас, насколько я знаю, ситуация такая, что при первом запуске он и будет один, в принципе, добавлен этот институт, и он будет уже установлен как дефолтный. Вот. Но ранее была такая ситуация, что их создавалось вот столько, как на скрине я сейчас прикрепила, и ни один из них не был выбран дефолтным, из-за чего при запуске приложения мобильного, в частности, при попытке логина, вылетало сообщение, что некорректные настройки института, выберите один по умолчанию. Это, собственно, делается на вкладке вот, Service Settings в консоли Bank Institution Information. Вот здесь вы сможете увидеть весь список доступных вам институтов. Соответственно, один из них нужно будет просто установить дефолтным, сделать его по умолчанию. Так, далее что? Теперь поговорим про настройки, основные настройки консоли. Начнем с вкладки «Настройки по институту». Настройки по институту – это конфигурация специфичная для конкретного, ну, допустим, филиалов, может быть, несколько, или вот, как я уже говорила, приложений, может быть, несколько внутри одного банка. Вот, соответственно, выбирая институт, наверху этой вкладки мы сможем регулировать состояние системы, поведение системы для каждого института отдельно. Здесь важно следить, какой институт вы выбрали, потому что не так сложно на самом деле ошибиться и быть уверенным, что вот все настроили для института дефолтного, потом заходим в приложение и видим, что что-то не так, что-то не такое мы хотели видеть. Скорее всего, просто ошиблись в выборе института. Вот, за этим нужно следить. Настроек здесь очень много. Это еще не все на скрине здесь выделено, но для начала работы нам нужны не все они. Я чуть дальше про это расскажу. Вот, что касается системных настроек, это настройки общие для всей системы, не без привязки к институту. Вот, то есть здесь мы регулируем поведение системы в целом. Теперь по отдельным вкладочкам пойдем. Вот, настройки по институтам, из всего их великого множества, самыми основными являются 3 типа настроек. Это настройки аутентификации, настройки по операциям и общие настройки. Здесь я, пожалуй, перейду в живой режим. Вот. И продемонстрирую эти настройки прямо вот так. Вот. Начнем с настроек по институту. Начинаем с вкладки «Аутентификация». Что у нас здесь есть? В основном это настройки пароля, настройки, связанные с паролем клиента, то есть видим алгоритм хэширования, управления им, управление солью, управление уведомлениями об истечении пароля, максимальное количество попыток неудачного ввода пароля. Вот, так, и на что здесь еще стоит обратить внимание? Наверное, на вот maximum number of, максимальное количество максимальное количество неудачных попыток ввода пароля, ввода пин-кода, ввода биометрических данных. То есть это все регулируется на вот этой вкладочке. Дальше, вкладка «Операции». Перейдем к ней. Она очень большая, как мы видим, но пугаться этого не стоит. На самом деле эта вкладка в первую очередь управляется здесь у нас подтверждение операции. То есть наверняка сталкивались даже вот в быту, в нашей повседневной жизни, что какую-то операцию в интернет-банке, в мобильном банкинге выполняем, и нас просят ввести код, полученный по СМС.
Вот это самое подтверждение. У нас это называется OTP, One Time Passcode. Вот, и на этой вкладке операции, мы можем управлять, для каких операций нам нужно запрашивать это подтверждение. То есть вот мы видим подтверждение оплаты, payment, платежа. Требуется для мгновенных платежей, тоже подтверждение требуется, для переводов, ну и так далее. Вот они, каждая эта фиолетовая галочка, она соответствует подтверждению для той или иной операции. Вот эта галочка Default Confirmation Enabled, это, в принципе, она включает либо выключает подтверждение операции. Дефолтное – это код по SMS. Вот, если это отключить, то все операции, которые вы будете осуществлять, они будут осуществляться без запроса кода подтверждения. Также здесь мы регулируем наполнение этого кода, то есть из каких символов он может состоять, и количество этих самых символов, используемых при генерации кода. Так, здесь еще есть такие интересные настройки. Сейчас я их буду искать. Вот. Use FPE Operation for Login. Это что означает? У нас есть, сразу упомяну, есть динамические операции, есть статические операции. Динамические операции – это то, что мы настраиваем в динамической платформе в админ-консоли. Статические операции – это API, то есть у нас в кодовой базе это API, а внешний вид их настраивается уже в мобильном приложении. Этим команда мобильной разработки занимается. Соответственно, вот эта галочка переключает режим логина со стандартного статического API на наши динамические операции, которые мы можем настраивать, украшать, кастомизировать как угодно нам, нашей душе и душе заказчика. То же самое для операции восстановления пароля. Для нее также есть свой статический API, есть возможность подключить динамическую операцию. Так, что здесь еще интересного есть? Вот это все еще OTP, все еще подтверждение операции. И есть, что еще здесь такая одна возможность, это управление отдельными операциями. Вот, например, возврат денежных средств для мерчантов. Штука довольно специфическая, но, тем не менее, если вдруг она кому-нибудь понадобится, она находится на вкладке настройки операций по институтам. Вот. И теперь перейдем к вкладке Common, общие настройки по институту. Вот. Здесь мы видим управление пин-кодом, но обратить внимание следует на вот эти 3 настроечки, 4. Вот. В первую очередь это доставка чеков, загрузка чеков и отправка чеков. Это что такое? Это когда мы выполняем ту или иную операцию. На финальном экране этой операции у нас могут быть, а могут не быть кнопки. Скачать чек, поделиться чеком и так далее. Так вот, если вдруг вы проверяете работу той или иной операции и видите, что у вас этих кнопок, о боже, нет, пугаться не нужно. Скорее всего, вот эти настройки не включены. Нужно зайти в консоль и проверить состояние этих настроек. Вот эта настройка место генерации чеков, это регулирует она на какой стороне, в каком контуре будет генерироваться чек, либо выписка по операции. В общем, что, в общем, требуется нам выгрузить. Это internal, это значит составлением и компиляцией чека будет заниматься SVRB, то есть наш RB-сервер. Второе значение здесь в выпадающем списке будет external. Это значит, что файл будет приходить из интеграции непосредственно. Вот. Если стоит internal, то управление ими осуществляется вот на вкладочке Console Settings, Reports. Вот здесь мы загружаем, согласно требований, какой это будет тип отчета. Вот, например, вот этот – это отчет для динамических операций. Чек, по сути, по операциям.
Вот, и мы прикрепляем дизайн-файл и архив с ресурсами. Вот, для этого, может быть, потом, может быть, отдельную сессию сделаем, если надо будет. Просто чтобы было какое-то общее понимание. Так, и теперь мы перейдем к основным системным настройкам. Здесь мы уже видим, что перечень их более обширный, поэтому возвращаемся в консоль и начинаем их рассматривать. Сразу видим, что пропадает вкладочка с институтами, то есть, как я уже говорила, привязки к институтам здесь нет. Одно есть раздел Institutions. Что это такое? В первую очередь это включение или выключение мультиинститутности, так называемой. То есть, как правило, внутри банка для каждого института собирается свое мобильное приложение. То есть отдельное приложение для мобильного банкинга, отдельное приложение для пользователей электронных кошельков. Говоря о примере, который я ранее упоминала. Так вот, в некоторых случаях может быть в одном приложении может быть зашит функционал для разных институтов. Это называется мультиинститутностью. По умолчанию она у нас отключена. Если требуется включить, то регулируется вот этой настроечкой. Так, далее вкладка «Аутентификация». Похоже на настройки по институту, согласна, но, однако, только названием. На что здесь следует обратить внимание? Здесь мы управляем количеством неудачного ввода значения пароля. Вот, если здесь пустое значение, соответственно, то лимит не установлен. Вводим сколько угодно, пользователь блокироваться не будет. Время, за которое мы накапливаем эти неудачные попытки. Тип блокировки клиента. То есть, если, например, здесь бы у меня стояло 3, я 3 раза ввела пароль неправильно, мой пользователь будет заблокирован, моя учетная запись. И вот здесь, соответственно, тип блокировки, временная блокировка на время, которое мы установим вот в этой настройке, либо там второе значение – это permanently, то есть постоянная блокировка. В этом случае разблокироваться можно только через консоль. В реальной жизни это звонок в банк, где оператор консоли сможет разблокировать учетную запись. Так, и схоже с вкладкой институтов есть у нас здесь, так, сейчас найду, вот, возможность подключения динамической операции для восстановления пароля, для сброса, точнее, пароля. То есть здесь по аналогии с логином можно использовать как статические API, так и подключить динамическую операцию. Далее обратить внимание стоит на вот такую настройку. Используемые стратегии. Что это вообще такое? Здесь, конечно, в скобках есть пояснение, но, в общем-то, это проверка, скажем так, на какой стороне осуществляется проверка подлинности клиента. То есть мы сейчас пытаемся оперировать нашим приложением или не мы. Здесь я, пожалуй, покажу, какие есть еще варианты. Вот, стандартное – это internal password, то есть идентификация пользователя осуществляется RB-сервером по данным, которые хранятся в его базе данных. Подтверждение операции осуществляется также на внутренней стороне, то есть ОТП проверяется также сервером. И первичная проверка – это пароль. Ввод пароля, например, при логине, и проверка осуществляется также внутренняя, то есть на стороне сервера. Соответственно, вот значение external на втором месте означает, что проверяется значение, введенное, вот в данном случае пароль, на стороне интеграции. Здесь, соответственно, биометрия проверяется в интеграции. Вот. И есть еще вот отдельная опция для авторизации через Keycloak. Это значит, что проверяется провайдером Keycloak полученный токен при логине. Вот. Но стандартная здесь настройка – это internal password. Ее вполне достаточно. Так, теперь самая интересная вкладка Devices, устройства.
Вот она прямо красным выделена ключевая настройка. Что она нам дает? При первом логине в приложение, при первом входе в приложение устройство считается неизвестным системе, и его нужно добавить в список доверенных в базе данных. Соответственно, сохранится запись о том, что для такого-то клиента сохранено такое-то устройство. Сохраняется оно по идентификатору этого устройства, которое хранится в мобильном приложении и оттуда приходит из этого приложения. Чем это чревато? Если эта настройка включена, узнать идентификатор устройства, чтобы его привязать, мы можем только из мобильного приложения. Поэтому для работы с сервером нужно будет использовать эмулятор. Либо реальное устройство, но мы разработчики, для нас, скорее всего, эмулятор. Если нужно работать через Postman, либо Swagger, то, не зная ID устройства, залогиниться будет невозможно. Но можно отключить данное свойство, и тогда проверка и привязка устройства будут не нужна. То есть работаем просто вот по сырому API через Postman либо Swagger. Также эта настройка тесно связана с настройкой в вкладке Security, с настройкой подписи наших запросов, проверкой подписи наших запросов. Что это за настройка такая? И почему, опять же, при работе через Postman и либо Swagger нужно ее отключать? Это дополнительная проверка для нашей системы о том, что данные запроса не были перехвачены по пути от мобильного приложения либо веб-интерфейса к нашему RP-серверу. Как этот механизм работает? При отправке запроса на основании данных, которые содержатся внутри запроса, то есть это какие-то заголовки, возможно, какие-то параметры, ключи этих параметров и значения параметров. То есть, например, если это перевод, то это источник платежа, соответственно, значение этого источника, номер карты, например, назначение платежа, номер карты получателя, сумма, комиссия, там, процент, комментарий какой-то и так далее. Так вот, на основании этих параметров формируется так называемая подпись. В логах его можно будет увидеть как стемп. Либо не увидеть, опять же. Значит, формируется так называемая подпись, штамп, и он вместе с запросом формируется на стороне приложения, то есть на стороне клиента, и отправляется на сервер. Далее сервер обрабатывает ваш входящий запрос, обрабатывает его параметры, и на основании, опять же, этих же параметров формирует уже свой штамп. И далее два штампа сверяются. Штамп, который пришел с мобильного устройства, для простоты буду говорить про мобильное устройство, про мобильный банкинг. С веб-интерфейсом функционал, в общем-то, схожий. Штамп сверяется, штамп, который сгенерировал сервер, сверяется со штампом, полученным от мобильного устройства. Если штампы совпадают, то, значит, все нормально, запрос не был перехвачен и изменен, все безопасно, работаем дальше. Если штампы не совпадают, то будет, соответственно, система выбросит исключение, пользователь получит уведомление. Честно, содержание его я не помню, но что-то о том, что ошибка при проверке подписи сообщения. Соответственно, если мы работаем не через устройство, не через эмулятор, а через Postman и Swagger, ни первый, ни второй генерировать эту подпись не будут, этот штамп, поэтому можно просто эту настройку отключить. Но важное замечание, отключить ее можно только если отключена привязка устройств. То есть, если вот эта настройка не активна, то мы ее активируем, заходим сюда, отключаем подпись, возвращаемся в устройство, отключаем привязку устройства. Вот такая вот запутанная система. Также, что еще на вкладке Device, можно регулировать количество устройств, которые может иметь один пользователь. Например, здесь стоит 3, значит, можно успешно пройти логин с 3 устройств.
И эти 3 устройства будут запомнены системой как доверенные устройства для одного пользователя. Если этот пользователь залогинится вдруг с 4-го устройства, самое старое устройство будет заменено. То есть ID его в базе данных будет перезаписан на ID нового устройства. Так, теперь вкладка Security. Ну, в общем-то, ее я уже показала. Основная настройка – это вот это. Ой, извиняюсь, не то. Вот это. Проверка подписей. Вот. И еще вот на это можно обратить внимание. Это выводить ли тот самый штамп, о котором я говорила в логе. Настоятельно рекомендую при работе с эмулятором, чтобы эта настройка была включена, для того, чтобы, в принципе, видеть, какие параметры нам в сыром виде пришли. Так, теперь вкладка сессий. Здесь я останавливаться сильно подробно не буду. На этой вкладке мы можем управлять количеством параллельных сессий для клиента, то есть со скольких устройств одновременно он может пользоваться системой. В данном случае, например, с 2. И регулируется поведение системы. Если будет осуществлен логин с 3-го устройства, например, поведение evict означает, что устройство, где открыта самая старая сессия, там сессия будет прервана и будет принудительный логаут из приложения. Еще есть поведение reject. Это поведение запрещает, в принципе, вход в данном случае с 3 устройств, только с 2. Теперь обратим внимание на настроечку import-export JSON. Она здесь одна, единственная, простая. Это просто размер файла, так как консоль оперирует JSON-файлами. Здесь мы можем указать размер файлов, которые мы можем загружать. То есть в работе наверняка вам придется со стендов переносить данные к себе, загружать динамические операции, перечень статических операций, какие-то настройки. Да, вот настройки на вкладке на вот этой, можно их прямо вот забирать себе в виде JSON и экспортировать со стенда, например, потом импортировать себе. Вот. Здесь можно просто регулировать размер этого файла. Чем больше цифр здесь стоит, тем больше данных одновременно сможет вместить в себя JSON. Очень удобно на самом деле. Вот, теперь вкладочка «Аудит». Коснемся еще ее. Наша система предусматривает собой аудит операций. То есть как, можно сказать, дополнительный отчет о действиях пользователей в системе. В обычной своей работе я бы советовала его отключать, потому как включенный аудит генерирует дополнительные сообщения в логи. Сообщения эти довольно объемные, и это может затруднять поиск необходимой информации по логам. Вот. Если же вдруг попадает в работу задача, связанная с аудитом, то, конечно, его нужно включать. А данные аудита хранятся вот здесь же, в вкладочке Service Settings, в разделе Audit Settings. Извиняюсь, не здесь. Здесь мы настраиваем количество записей в одной транзакции, соответственно, и можем настраивать очистку аудита. А вот данные аудита хранятся во вкладке Console Settings, аудит. Вот. Но так как он у меня отключен, здесь у меня данных нет. Если, конечно, поискать, например, с 1 апреля, может быть, что-нибудь найдется. Да, вот что-то есть. То есть мы видим, что администратор редактировал какие-то данные в консоли. Вот здесь какая-то картиночка была добавлена, условно. Вот. Опять же, администратор зашел в консоль, ну и так далее. Вот, записей здесь много. Вот, крокодил Гена. Это пользователь системы, какой-то клиент, физическое лицо залогинилось вот в мобильное приложение. Вот, и так далее. Вот. Но, опять же, в работе над рядовыми тасками это, в принципе, может не понадобиться. Далее обратим внимание на вкладочку Caches. Вот кэш. Да, кэш. Это управление кэшами. Все какие айтемы, то есть элементы нашей системы, какие операции можно кэшировать, нужно кэшировать, какие нет. Соответственно, стоит галочка «Кэшируем», не стоит галочка «Не кэшируем». И также выбираем провайдера,
кэширования. Там у нас на выбор Apache Ignite и Redis, но Redis в данный момент не поддержан, поэтому по дефолту это Apache Ignite. И вкладка Common, наиболее, пожалуй, объемная. Вот она какая большая, да. Здесь, в принципе, регулируется маскирование номеров карт и чувствительных данных в общем и целом. Далее есть настройка, так, где-то она здесь, отображение чувствительных данных карты. Так, что-то пока не вижу. Галочка должна быть. Сейчас поищем, секунду. Так, что-то не вижу. Да, потеряла. Ну, ладно, Display Card Security Data она называется. Не будем на этом уже внимание, пожалуй, заострять. Так, и вот еще важная настройка. Это вот откуда мы получаем наши валюты. Здесь на выбор два варианта. С сервера, из базы данных сервера, либо со слоя интеграции. Для корректной работы приложения следует выбирать настройки из интеграции. Так, там Form Integration Lawyer будет. И в зависимости от значения этой настройки меняется внешний вид и функционал вкладки с настройками. Она вот у нас здесь. Currency Setting Supported Currencies. Вот как она выглядит в зависимости от настройки. Если у нас стоит из интеграции, то данные у нас о валютах подтягиваются из интеграции. И в любой момент нажатием кнопки вот Reload мы можем перезагрузить этот список. Если вдруг в интеграции были какие-то изменения по валютам, они сюда успешно подтянутся. И второй вариант – это использование базы данных сервера. Здесь мы уже видим, что мы вручную управляем валютами, добавляем, изменяем, удаляем. Но, однако, почему стоит лучше пользоваться данными из интеграции? Потому что здесь мы, допустим, какую-то валюту добавили, а интеграция о ней ничего на самом деле не знает. То есть банковская система сама, где деньги живут, она ничего не знает про эту валюту. Будет конфликт, будет ошибка. Поэтому лучше выставлять все-таки вот так, из-за слоя интеграции. Вот. И два слова буквально про динамическую платформу. Здесь сердце нашего FPE-движка. Здесь мы можем управлять динамическими операциями, то есть те, которые мы, внешний вид, дизайн и структуру мы настраиваем. Не мобильное приложение регулирует, а непосредственно мы сами. Также параметр маппинг – это правила обработки параметров, которые нужны для работы с операциями. Динамическая структура – это вот я в самом начале показывала home-экран приложения, то есть, по сути, это наше меню. Это меню нашего приложения, это какие там будут вкладки, какие на этих вкладках будут элементы, какие эти элементы под капотом у себя несут операции и так далее. И статические операции – это просто их перечень, по сути, прямо строками, чтобы мобильное приложение видело, с каким API оно будет взаимодействовать, и, соответственно, подгружало нужные элементы, чтобы пользователь видел нужные окошки. Так, по презентации у меня все, и сейчас я продемонстрирую первичный запуск приложения. Так, сейчас я быстренько, буквально минута, я запущу консоль. Для этого я абсолютно новую базу данных себе создала, чтобы вот оно прямо внешне выглядело, как это будет у вас при первом запуске. Так, чуть-чуть подрегулируем окошки, чтобы было видно и мобильное приложение. Так, окошки. Это нам уже не нужно, я закрою. А здесь мы ужмемся и сделаем вот так. Да, надеюсь, всем все видно. Видно отлично, Ань. Хорошо. Так, сейчас почти все. Так, все. Вот, заходим в нашу консоль.
при первом запуске. И вот о чем я говорила. Функционал довольно-таки усечен. То есть здесь мы вкладочек 4 было, здесь сейчас их 4. На том, что я ранее показывала, их было больше. Динамическая платформа, вот опять же их всего 3, а должно быть, по-моему, штук 6. Что нам нужно сделать? Добавить пермишенов нашему администратору. Вот. Так, наверное, слишком быстро было. Вот, консоль settings, оператор management. Выбираем нашего оператора, нажимаем редактировать. Вот они, все наши пермишены внизу. Вон их сколько. Добавляем их. Так, как бы так уместить. Вот. И внизу кнопка Save. Все, сохранились. Сделаем логаут, чтобы данные обновились. И снова зайдем. Вот. Уже довольно-таки много вкладочек стало. Это все возможные, весь функционал консоли, который может быть. Далее нам нужно создать тестового пользователя себе. Чем отличаются кнопки «Регистр» от кнопки «New»? Кнопка «Регистр» создает пользователя сначала в тестовой нашей интеграции, в условиях реального приложения в интеграции банка, и далее сохраняет его данные, в том числе на RB-сервере. То есть это абсолютно новый пользователь, о котором ни интеграция ничего не знает, ни сервер ничего не знает. А вот кнопка New используется, когда пользователь создан в интеграции, живет в интеграции, но о нем пока ничего не знает сервер. Для нашей работы у нас есть тестовый пользователь по имени Крокодил Гена. Он всегда живет в интеграции, поэтому... что еще следует упомянуть. Все пользователи, кроме Гены, при каждом перезапуске интеграции будут пропадать, потому что они в кэше интеграции живут. Кэш там in memory. То есть понятно, что при перезапуске интеграции кэш ее сбросится, все пользователи умрут, кроме крокодила Гены. Он жив всегда. Поэтому для работы мы создадим его. Вот. У него поведение стандартное, значит, логин у него 8, 9, 16 и сколько-то там единиц, 7. Да, и пароль, здесь его будет не видно, но пароль у него X, нижнее подчеркивание, PASS. Вот, дублируем здесь. Все, что здесь, если здесь что-то есть, переносим вправо. Лимит схемы нам не нужны на данном этапе. Сохраняем. Что я забыла? Я забыла идентификатор. У него идентификатор всегда X-user. Вот так, в таком виде он зашит в интеграцию, в тестовую. И в таком виде мы можем его использовать. Вот он у нас появился. Теперь мы можем пойти в приложение. Так, сейчас, секунду. У меня есть один вопрос, который я уже сколько задаюсь, не знаю ответа. А registration от new чем отличается? Я же только что говорила. Ничего, я повторю. Регистр, то есть пользователя, это когда мы создаем абсолютно нового пользователя, о котором пока еще ничего ни интеграция не знает, ни сервер ничего не знает. А вот new кнопка – это пользователь в интеграции уже зарегистрирован, о нем интеграция знает, но RB-сервер пока еще ничего не знает о нем. Вот, соответственно, через кнопку new мы создаем такого пользователя. Мы данные вносим только в RB-сервер, а интеграция уже все знает. Так, теперь идем в приложение. Вот, логинимся. Так. Вот, подтверждение, то самое устройство. Первый вход с нового устройства, добавляем его в доверенное. ОТП вот такой, это, как правило, вот наш тестовый стандартный, он везде такой будет. Так, пин-код для простоты установим. Так, сейчас мы должны увидеть. Мы ничего сейчас не увидим, потому что я забыла импортировать сюда динамические операции и динамическую структуру. Вот, поэтому, чтобы время не тратить, я сейчас немножечко схитрю. Да, упустила я этот момент. Прошу прощения, дайте мне, пожалуйста, минутку. Я сейчас покажу уже на настроенном приложении, на настроенной структуре. В принципе, что я хотела показать, будет понятно. Я хотела показать, что может испугать при первом входе. Вы залогинитесь в приложение,
а у вас там, где должны отображаться счета, карточки, вклады, будут просто белые прямоугольники. Ну, белые либо серые. Вот. Выглядит жутковато, но на самом деле, опять же, все это регулируется настройками в консоли. Так, сейчас приложение перезапустится. Ему не так много времени на это нужно, буквально минутку. Так, мы пока вот так сделаем. Да, при перезапуске приложения тоже вот в эмуляторе настоятельно рекомендую использовать кнопку Force Stop для того, чтобы очистить какие-то закэшированные данные и заставить приложение переподгрузить данные с сервера. То есть, чтобы наверняка ваши изменения, сделанные вами, подтянулись. Так, проверим. Угу. Ну вот, есть. Так. Вот. Здесь сейчас все нормально. Вот так эти прямоугольники будут выглядеть. Вот такими серыми они и останутся. А почему так? Потому что как раз для тестовых целей я ставила валюту загружаться в список валют с сервера. А интеграция, а часть этих валют, скорее всего, не знает. Поэтому мы видим вот такое вот непотребство. А как его исправить? Мы зайдем в настройки. Мы зайдем в системные настройки. Так, common. И найдем вот нашу locally. И изменим ее на from integration lawyer. Опа. Сохранимся. Тоже вот кнопка Reset Cache наше все. После каждого изменения настоятельно рекомендую ее нажимать для очистки кэшей. Так, ну сейчас у меня кэши отключены, поэтому мы перезайдем в приложение и посмотрим, помогло нам это или не помогло. Так, вот, из-за того, что я Force Stop не сделала, изменения мои не применились. А ну-ка, а если сейчас? Так, если все равно мы видим, что как будто бы ничего-то и не поменялось, это связано с тем, что отключен провайдер кэша. Вот в моем случае сейчас Apache Ignite отключен, и в этом случае придется перезапускать мобильное приложение. Если провайдер кэша включен, то перезапускать приложение прямо вот в IDE не придется. Наверное, только не мобильное приложение, а Mobile API RB сервера. Да, совершенно верно. Модуль Mobile API RB сервера, да. Так, и что еще хотела сказать, да, пока у меня там перезагружается, что для того, чтобы вот у вас отображались все вот эти окошки, такие как карты, счета и так далее, для этого нужно будет с любого стенда загрузить себе динамические операции, статические операции, динамические структуры и словари. Словари у нас находятся вот здесь вот на вкладочке Dictionaries. Как их загружать? Переходим в каждую вкладочку и нажимаем кнопку Export All. Все содержимое этих словарей сохранится в виде вот JSON файла. То же самое для клиентских словарей. То же самое для всей динамической платформы. Единственное, что с динамическими операциями в кнопке Export All у нас нет. Поэтому там нужно будет сейчас загрузиться, их выделять прямо через Shift и по кусочкам экспортировать. Чем больше вы установите размер JSON-файла для экспорта в настройках, тем больше вот такой кусок можно будет, вот, Export Selected. Тем больше можно будет делать вот такой кусок для экспорта. Динамическая структура – это то самое меню. Ну, здесь у меня их много. Ну, вот, например, Mobile Banking для мобильного пользователя. Может быть, Wallet
для кошелькового пользователя. Вот здесь может быть другой институт для этого, соответственно. Вот, то же самое. Выделяем нужные, экспорт меню, экспорт selected. Либо можно нажать без выделения прямо экспорт all для того, чтобы все структуры выделить. То же самое для статических операций. Экспорт all у нас кнопка есть и прекрасно себя чувствует. Вот. И что еще? Динамический текст, в принципе, применяется, вот как, например, если нужно информацию о банке отобразить. Содержимое текста здесь настраиваем вот, в редакторе. Какие-то предложения, может быть, новости. Вот, все это динамический текст. Так, давайте посмотрим, что у нас с приложением. Не отвечают. Да, сейчас. Так, допустим, что у нас может быть? У нас может быть операция перевода. Даже не перевода, пускай это будет, например, оплата коммунальных услуг. Вот, кстати, да, сейчас отвлекусь. Вот, видите, уже все выглядит красиво. Счета наши появились, кредитные счета появились, кошельки, то есть никаких прямоугольников. Валюты загружаются с интеграцией, обрабатываются корректно. Теперь словари. Посмотрим даже, может быть, я здесь что-нибудь найду. Вот, допустим, оплата счета. Вот, есть электричество, интернет. И несколько видов кому. Ну, блин, там у меня не добавлено, не суть. Допустим, вот оплата счетов, и у счета может быть несколько получателей. Или даже вот здесь даже покажу. Вот, перевод Western Union, операция. Здесь мы можем выбрать страну. В зависимости от страны, например, США. В США есть штаты, выбираем штат. В зависимости от штатов появляется список городов. Вот это все словари. Словарь – это, по сути, ну что, ключ значения у нас, да? Словарь. Давайте посмотрим. Общие словари – это словарь, скажем так, общесистемный для банка. Вот, например, бенефициары, да? Что у него есть? Какие атрибуты могут быть? Это бенефициар – это у нас кто? Получатель, да? Например, платежа. Вот, у него какие атрибуты? Имя, номер счета. Соответственно, мы добавляем эти атрибуты. То есть какие нам нужны данные для обработки? Нам нужны в данном случае имя бенефициара и номер его счета. Вот мы добавляем это как атрибуты нашего словаря на вкладке атрибутов. И на вкладке entries, то есть узлы, мы уже добавляем конкретную запись. То есть вот у нас есть некая Алисия Федерика с номером счета таким-то. И можем... Но обращу, наверное, внимание немножко, Ань. Бенефициары – это, значит, какой-то у тебя по корпоративному банку как-то настраивается. Да-да-да. Вот, потому что слово бенефициары все-таки лучше к кастом словарям относить. Вот. А здесь лучше, может быть, давай на странах, стейтах, сити, что-нибудь такое. Так, вот ну здесь да. Страны, стейты, словари могут заполняться как вот здесь вот ручками, так и на стороне интеграции. Вот в данном случае они заполняются на стороне интеграции. Интеграция. Ну смотри, у тебя есть биллер категории, биллер провайдер. Лучше их же смотреть, а не бенефициаров. Не, ну вот есть страны для другой операции, да, например, вот, countries. Да, что у нас атрибуты? Это номер, код страны и имя страны, название точнее. Да? Создаем эти атрибуты и, соответственно, создаем уже записи в словаре с нужными атрибутами. Вот, то есть вводим код страны и название страны, порядковый номер. Опять же, это видим, что поле опциональное. Вот, то есть какие атрибуты мы добавим, такие данные мы сможем сохранять. Вот, то есть здесь у нас что? Имя, код. Да? А вот, например, отделение банка. Здесь у нас атрибуты – это название, как его, господи, подразделение, да, отделение банка и само отделение. Что у нас в записях? Вот. Название, как это будет отображаться в словаре, и его какие-то подробности. Вот, название и адрес. То есть это какой-то динамический нам, вот. который будет попадаться в каких-то выпадайках и селекторах. Да, совершенно верно, да. Вот, это что касается общих словарей, вот. А есть пользовательские словари, это уже словари, то есть если вот эти общие, они на всю систему распространяются, на весь функционал,
то вот эти словари, которые пользовательские, они могут быть привязаны к конкретной операции. То есть вот, например, Mobile Billers. Не знаю, есть у меня здесь операция Чуть-чуть или еще, нет. извини, Анют, перебью. Они, получается, именно кастомерские, то есть привязаны они к клиенту. То есть Да. это его личные бенефициары. Но также они еще распределены по каждой операции. Это небольшое уточнение, что это именно юзерские, клиентские Да-да-да. словари. Да, и они привязаны, конечно же, к одной из операций. Спасибо. Да, то есть вот, например, пополнение, что здесь Mobile Top-Up, оплата мобильного счета, да, счета за мобильный телефон. Предоплата, постоплата. Вот. Так, ну это, наверное, не к той операции больше. Что у нас здесь есть? Здесь у нас только вот вкладки атрибуты, общая информация в словаре и атрибуты. Вот. А здесь уже все довольно-таки попроще. То есть здесь у нас ключ, значение и как это будет отображаться уже в приложении. То есть вот, например, да, получатели оплаты, те, которые выставляют счет за мобильную связь, допустим, это провайдеры наши, да, что у него, какие у него могут быть атрибуты? Мы их прямо руками вот и создаем. Что он завис? Вот. Вот, то есть здесь мы создаем атрибут, а наполняться этот словарь уже будет внутри системы, то есть на стороне интеграции, в зависимости от операции и от конкретного пользователя. То есть здесь мы управляем только атрибутами. Вот как здесь, например, провайдеры мобильной связи, это что? Избранный он, как-то приоритетный, то есть да или нет. Его идентификатор, его имя, номер, какой-то alias по желанию, ну и название, как это будет отображаться в операции. То есть в чем отличие? Общие словари, Common Dictionaries, они распространяются их действие на всю систему, создаются они в консоли, наполняются как в консоли, могут наполняться ручками, так и приходить данные из интеграции могут. Пользовательские словари, создается сам словарь в консоли, можем создавать только его атрибуты, наполняется он на стороне интеграции в зависимости от клиента и от операции. Вот, так, ну что ж, самое основное я рассказала. На этом у меня все. Есть ли у кого-нибудь какие-нибудь вопросы? Вопросов нет. Давай, наверное, дополним насчет кастомерских словарей. То, что значения, они заполняются еще и внутри мобильного приложения. То есть раз это клиентский словарик, значит, клиент сам для себя создает какого-то получателя прямо внутри своего мобильного приложения. То есть он сам заполняет имя какого-то получателя, там, бабушку, маму. Да, спасибо за уточнение. И, соответственно, эти данные сохраняются к нам в базу данных. Да. Да, совершенно верно. Спасибо за уточнение. Ань, большое спасибо за выступление. Доклад супер отличный. Фидбэки я уже начала получать. Так что я думаю, кто-то тебе, возможно, к тебе еще лично придет. Так что огромное спасибо за выступление. Все очень здорово. Да, по завершению, да, все оформим как раз-таки на нашей страничке Парк-сессия, и презентацию, и ссылку на видео. Так что все будет. Еще раз спасибо. Да, вам спасибо. Все, всем хорошего дня. Спасибо, всем пока. Пока.